Честно, от Аликанте ничего не ждала, а он взял и стал одним из моих любимых городов не только Испании, но и Европы в целом. В этом выпуске мы заглянем в самые атмосферные уголки города. Там даже вдалеке мы увидели, как вокруг холма проезжает трамвай. Откроем для себя скрытый вау-остров неподалеку. Я уже комплиментов миллион сделала этому месту, но я в восторге. И, конечно, насладимся бюджетным отдыхом. Что важно знать про Аликанте? Это не просто курорт, а город, где переплетаются история, пляжи и современность. С населением около 330 тысяч, он уютный, но всегда живой. Аликанте – это как спокойная версия Валенсии. Здесь не так многолюдно, но виды и атмосфера не хуже. И если вы ищете место для расслабленного отдыха с морем и историей, этот город – то, что нужно. Начнем с одной из главных визитных карточек Аликанте – городского пляжа Постигет. Он находится прямо в центре города и буквально в нескольких минутах ходьбы от основных достопримечательностей. Пляж, конечно, не самый уединенный, но зато удобный. Золотой песок, плавный вход в воду, набережные с пальмами и ресторанами. В сезон тут многолюдно, но можно насладиться морем, не уезжая далеко. Если надумаете арендовать шезлонг, готовьте около 9 евро за день. Ну или можно просто взять полотенце и расположиться бесплатно, как делают многие. Купальный сезон начинается в мае и длится вплоть до октября. Но понятно, что самая теплая вода в августе, до 27 градусов. Само Средиземное море тут чистое и обычно спокойное. А еще отсюда открывается шикарный вид на крепость Санта-Барбара, она буквально нависает над пляжем. Пляж, конечно, особенно здесь уютный за счет того, что есть горы вокруг. И мы сейчас снимаем вот прям с рассветом, середина марта, людей мало, прям самое утро, очень классно гулять. Он не такой длинный тут пляж, как в Валенсии, потому что там прям 6 таких километров, и нет гор, поэтому не так уютно, но здесь мне прям очень нравится. А еще посмотрите, как здесь классно выровнен песок, за счет чего очень удобно гулять, ну и видно разницу вот здесь и вот здесь. Движемся дальше в порт Аликанте. Это не просто место, где швартуются яхты, а целая прогулочная зона с барами, ресторанами и даже казино. Вообще, порт был важен для города еще со времен финикийцев. Сейчас это зона отдыха и развлечений. Тут можно просто прогуляться, понаблюдать за лодками и насладиться видом на море. А если хотите добавить морской романтики, можно взять прогулку на яхте или катамаране. Цены зависят от сезона, но в среднем это от 300 евро за день до бесконечности. Просто посмотрите на эти виды, мне кажется, здесь шикарно все. Ну и в целом утренний Аликанте в солнечную погоду очень спокойный, приятный, атмосферный. И особенно по порту очень прикольно прогуляться, он длинный, гулять можно долго и где захочется можно посидеть. Время подняться к одной из самых впечатляющих смотровых площадок Аликанте – крепости Санта-Барбара. Подъем сюда – это не просто дорога, а часть приключения. Если выбираете лифт, то он находится у подножия горы рядом с пляжем Постигет. Всего несколько минут, 2,7 евро, и вы наверху. Если решите идти пешком, то приготовьтесь к небольшому восхождению. Дорога занимает около 20-30 минут, но зато можно насладиться панорамными видами по пути. Вы можете идти как от того же пляжа, так и от ратуши, через старый город. На машине же вы можете подъехать ко входу в замок, но сама парковка на его территории запрещена. Работают и микроавтобусы, и такси. Замок Санта-Барбара находится на вершине горы Бенакантиль на высоте 166 метров. Это одно из крупнейших средневековых укреплений Испании, откуда открывается потрясающий вид на Аликанте, Средиземное море и соседние холмы. Панорама здесь, конечно, обалденная. Тут можно увидеть, наверное, все, весь Аликанте, вот прям по кругу так пройтись, посмотреть. Видно порт, море, другие холмы. Вот там даже находится арена для корриды, которую мы уже не сможем снять, по времени не успеваем. Другие холмы, которые мы тоже планировали снимать, но уже не успеем, нужно на каждый подниматься. Вот один, Серра Гросса. И, собственно,
Весь город, разные слои таких гор, очень красиво. И, кстати, я думала, что сверху будет холодно, ветер, но нет, наоборот, даже как-то жарко, ветра вообще нет, ну, наверное, нам просто повезло. Так что здесь очень так спокойно можно прогуляться и не замерзнуть. Крепость была построена еще в IX веке, во времена арабского правления. Позже, в XIII веке, войска Альфонса X захватили ее у мавров и дали ей нынешнее название в честь Дня Святой Варвары, когда это произошло. В разные периоды она использовалась как военный форпост, тюрьма и склад боеприпасов. Сегодня крепость открыта для посещения бесплатно, не считая экскурсий. Так, прошлый кадр у нас было интро, теперь мы зашли уже на территорию крепости, она открывается в 10. Мы пришли, даже не думая, прям в тот самый нужный момент. И вот какие виды открываются здесь. На самом деле по всей площади, по всей территории крепости есть много смотровых, куда хочешь подходи и фоткайся. Но вот здесь, например, очень красиво можно посмотреть на пляже, вот так вблизи, не нужен дрон, и на дома у первой линии моря. Там даже вдалеке мы увидели, как вокруг холма проезжает трамвай. Очень красиво. Ну и дубль 3. С самого верха крепости, где вы можете увидеть Аликанте на 360 градусов с такой вот огромной смотровой. Вы думали, это все? Но нет. Спуск крепости ведет к уютному парку Дель-Ретто, где можно прогуляться среди зелени и насладиться видами на город. К слову, тут мы и поднимались. А дальше голубым домиком с цветочными горшками на фасадах, которые стали одной из самых фотогеничных локаций города. Конкретно это место я нашла методом тыка, изучая город на картах. Кстати, мы с вами находимся сейчас в квартале Санта-Крео. Санта-Крео на валенсийском языке, а Санта-Крус на испанском. Он затрагивает местность у подножия горы и часть старого города. По ощущениям, я попала в какой-то красивый фильм с красивой картинкой, ну или греческую деревню, потому что здесь очень много голубого и белого цветов, и можете увидеть, что с одной стороны здесь много таких улочек, домов, деталей, а с другой, конечно же, красивые виды на Аликанте, на море и много таких вот цветочных горшков. Крепость посетили, теперь можно и по знаменитой набережной прогуляться. Экспланада де Испания идеально подходит для прогулок вдоль моря за счет теней пальм, красивой волнообразной мозаики и атмосферных кафешек. Тут же находится одно из самых знаковых зданий Аликанте. Каса Карбонель был построен по заказу Энрике Карбонеля, богатого текстильного промышленника. И ровно столетие назад, когда строительство завершилось, произошло трагическое событие. Самолет из Алжира врезался в один из куполов здания, что привело к гибели 2 человек. Вообще об этом месте ходит много легенд. Например, говорят, что Карбонель построил это здание для своей дочери, которая страдала от серьезной болезни, и переехал в Аликанте в надежде на лучшее лечение. Кстати, авария с самолетом также на 100% не подтверждена. Ну а само здание выглядит действительно роскошно и элегантно, и если раньше оно служило резиденцией, то сейчас больше используется под офисы. Ну что, как всегда, добро пожаловать в наше очередное жилье. Пройдемся по нему, изучим и как раз по кругу. Погнали! Тут мы будем, кстати, 3 ночи. Здесь у нас сразу начинается такая вот комнатка уютная, где можно отдохнуть. Здесь у нас первая комната, где могут быть 2 человека. И да, что хотела сказать, что здесь я впервые увидела такие окна. Во-первых, как это правильно называется? Ставни, не ставни, в общем, отдельно такие штуки вот открываются. И тут еще можно полностью, в принципе, открыть, на внутренний двор посмотреть и на решетку. Ну, это просто необычный такой факт. Что здесь еще?
Ничего. Идем в следующую комнату. Она для третьего человека. Тут, в принципе, тоже так пусто, стиль тот же и вид на внутренний дворик, который сейчас покажу. Он идет с кухни. Здесь у нас такая вот длинная кухня, немножко с интересной планировкой. Здесь основная часть всех штук. И здесь у нас стиралка и холодильник. И еще интересно, что окно с душевой. Да. Это необычно. Ну а здесь находится такой вот внутренний двор, который напомнил опять же Валенсию, только здесь он рабочий. Вот так он выглядит. Летом можно посидеть, но сейчас тут мокро, дождь и так себе атмосферка. Прохладно, конечно. Но идея классная. Ну и последнее, это, как обычно, душевая и туалет. Не буду заходить, она очень маленькая. Вот так выглядит, там чилят на шезлонтике. Видно вот, да, окно в кухню. И все такое маленькое, в принципе, не так много пространства. Вот такая вот квартира, стоит она вот столько-то, и изначально мы вообще планировали быть в другом жилье, но неожиданно владелец отменил нашу бронь и продал квартиру. Ну и у нас, в принципе, было еще время, поэтому мы нашли новое, и вроде бы это даже лучший вариант, потому что в нашем доме прям находится Меркадона, испанский магазин продуктовый, и, в принципе, расположение очень классное. Есть рядом море, до старого города не очень далеко, и еще в пешей доступности ЖД-вокзал. Ну и раз уж показала квартиру, скажу пару слов и про цены. В начале сезона стоимость аренды еще приятная, комнату можно найти примерно за 40 евро за ночь, квартиру от 70. А вот летом, в самый пик, уже скорее от 100 и выше, особенно если рядом море или это центр. В целом Аликанте один из самых доступных городов Испании как для пляжного, так и культурного отдыха. Много классных мест бесплатные, сам город компактный. Мы, например, за все время обошлись вообще без транспорта, только один раз ехали в аэропорт. Этот билет стоил 4,5 евро, а так обычно поездка по городу 1,45. Еду мы обычно покупали готовую в Меркадоне, потому что времени на готовку не было. И вот сколько выходило еды на каждую закупку. Можете сами наглядно посмотреть. Почти все оказалось вкусным, но особенно советую попробовать местную картофельную тортилью. Она тут просто обалденная. Мы ее потом даже дома пробовали повторить, настолько зашла. Поесть одному в ресторане может стоить 15-25 евро, а перекусить уличной едой можно за 5-10 евро. Ну, а мы продолжаем гулять по исторической части Аликанте. Интересно, что у города нет четко выраженного старого центра, он словно расплывается между несколькими районами. В одной из таких зон мы уже побывали, в районе Санта-Крус, а теперь отправляемся прямо в сердце города. И из интересных локаций тут, стоящих внимания, я бы отметила площадь Габриэля Миро с гигантскими фикусами и красивым фонтаном. Улицу грибов с кучей ресторанов и магазинов. Любопытно, что Кале Сан-Франциско до 2013 года была неблагоприятным районом, где процветала преступность. В итоге ее креативно реконструировали, поставили огромные мухоморы с жуками, улитками и гусеницами, тем самым превратив эту улицу в популярную пешеходную зону. И, кстати, забавно, вся живность выглядит подозрительно счастливой, а вот грибы, кажется, проживают целый спектр эмоций. На очереди городская ратуша, которая не заберет у вас много времени. Но все же из интересного вы можете тут увидеть скульптуру, созданную Сальвадором Дали, и красивые залы. Вход тут бесплатный, но нужно учитывать, что часы работы заканчиваются к обеду. Сразу же за ратушей находится еще одна уютная площадь, где можно передохнуть во время прогулки. И да, как вы поняли, таких атмосферных уголков в Аликанте много. Из духовных мест можете пойти в базилику Святой Марии. Странно, правда, что вход в нее платный, 6 евро с человека. Обычно такие церкви открыты для посещения, да и выглядят примерно одинаково. Но базилика все же значима для истории Аликанте. Ее построили в средние века на месте бывшей арабской мечети, и внутри нее хранятся ценные культурные произведения. К билету вы также получаете аудиогид на одном из 4 языков, можете пройтись по всей церкви и подняться на башню, но по сути
сути, кроме колокола, вы мало что увидите. А вот собор Святого Николая вы можете посетить бесплатно. По архитектуре он выглядит довольно просто, но этим мне на самом деле и нравится. Нет вот этой лишней помпезности, все сдержано, с акцентом на простые формы, что подчеркивает его духовную значимость. Куда еще можно пойти в Аликанте? Из более отдаленных мест от центра здесь есть археологический музей, судя по отзывам, интерактивный, насыщенный и интересный, арена для корриды, которую мы видели с вами с крепости, и центральный рынок, напоминающий Валенсию как визуально, так и по атмосфере. Да, Аликанте наш второй испанский город, куда мы приехали на поезде после 3 сумасшедших дней в Валенсии, о которой можете потом глянуть выпуск, чтобы ощутить контраст. И, конечно, не все места в плане мы успели посетить, но, по крайней мере, подкину вам еще идей. Это парк Пальмираль, логично, с большим количеством пальм разных видов, красивый холм Сера Гросса для любителей легкого хайкинга и атмосферный дикий пляж Кала Канталар. Также по традиции захотелось подснять для вас вечернюю атмосферу Аликанте. Так мы гуляли по набережной и попали в вот такой парк аттракционов, где можно отдохнуть с детьми. Ну, вдруг кому интересно. А вообще, гуляя по городу и конкретно по району, где мы жили, ловишь вот это настоящее ощущение Испании, когда сначала идут милые фасады, а за ними двор с хламом, кучей проводов и окнами без стекол. Контраст в каждой детали. Тут же стройка нового жилого комплекса. Да, Аликанте не пытается быть идеальным, он разный. И напоследок я оставила для вас просто вишенку на торте. Остров Новая Табарка. Это единственный обитаемый остров в Валенсийском регионе, и сюда можно добраться на катере или пароме из порта Аликанте. Дорога стоит 23 евро туда-обратно и занимает около часа. Этот час может быть супер атмосферным, если вас, конечно, не укачает. Сам остров совсем небольшой, в длину 1800 метров, так что пройти его пешком можно довольно быстро. Так как мы на острове будем 4 часа, то мы, умные люди, взяли всю еду с собой, ну конечно. Обзор. Тут у нас есть наборы каши, которые не особо портятся, морковочка, бананы, огурцы, помидоры, нет, что тут, мандарины, вот такие удобные, как оно, батончики и вода, вот. Вообще тут есть рестораны, но, конечно, оценки там не очень, и это дорого, не полезно, поэтому... Вообще, Табарка — это не только красивая природа, но и интересная история. Раньше здесь прятались берберские пираты из Северной Африки, а в 1768 году испанский король Карл III построил на острове крепость, чтобы защитить побережье. Сейчас можно увидеть старые стены, маяк, уютные улочки и даже попробовать местное блюдо кальдера табаркина — рыбное рагу, которое подают почти в каждом ресторане. А главное — невероятно чистая вода. Остров окружен морским заповедником, так что снорклинг здесь просто обязателен. К слову про рестораны. Да, их тут много, но учитывайте, что оценки довольно низкие, а цены высокие. Поесть в них вам будет стоить 20-30 евро с человека. Вот эти два места окажутся лучшими вариантами. Я считаю, с первых секунд наша поездка окупилась, и реально билеты на самом деле так дешево стоят по сравнению с тем, какие впечатления вы тут получаете. Тут прям, я считаю, идеальное такое сочетание природы, каких-то таких старых домов, моря, в общем, просто обалденное место. И на самом деле на него мало смотреть, его надо слушать.
Я не ожидала, что здесь будет так атмосферно, прям каждая частичка острова, каждая такая улица, прям как целое искусство. И этот запах рыбы, эти голоса, испанский язык, солнце, чайки, которые летают огромные, как кабаны, просто везде по всему острову, коты толстые, пушистые. Короче, непередаваемое впечатление. Ну а если вы любитель уединения с природой, то большая часть острова для вас. Да, вот так она вот пустынно выглядит. Тут, собственно, люди не доходят. Со всех сторон море, шум волн, чайки летают. С другой стороны, такие вот интересные растения, кусты, разные птицы. Как оказывается, здесь даже есть какой-то тарантул, судя по стенду. Ну да ладно, мы это узнали в последний момент. Но в целом очень так спокойно, приятно, запах цветов очень прям классный. В общем, я кайфую от этого острова, не могу, он мне очень нравится. Мы как раз доходим до его края и будем уже возвращаться, но я думала, что 1800 метров он в длину, это как бы мало, но на самом деле нет, мы очень долго сюда шли, сейчас еще будем возвращаться. А еще да, на острове даже есть кладбище. Маленькое, уединенное и очень атмосферное. Кстати, это получается мой второй обитаемый и туристический остров, в принципе, в жизни. Первый был в Болгарии, в Бургасе, остров Святой Анастасии, если не ошибаюсь. И вот сейчас новая Табарка в Испании. Очень классный опыт. Я уже комплиментов миллион сделала этому месту, но я в восторге. Острова, я считаю, это очень классный способ для путешествий, для туризма, и это как-то интереснее, не банальнее, в отличие от просто прогулок по городу. Ну что, как вам Аликанте? Пишите в комментариях, что вас больше зацепило. Лично мне город откликнулся по атмосфере. Этот баланс спокойствия, бюджетности и компактности прям зашел. Даже вне сезона здесь не скучно. Представляю, что творится летом. И честно скажу, меня расстроило, что прошлый выпуск из Испании не зашел. Хотя на него, как и на этот, ушло по 3 недели работы. Бесплатной. Так что если хотите поддержать, делитесь видео, пишите пару слов. Для нас это правда важно. А мы увидимся совсем скоро. В следующем видео. Пока!